Почему кофейные зерна Копи Лувак самые дорогие в мире? Какой деликатес готовят из мяса тюленя и почему его лучше не есть? В этом ролике я расскажу вам о самых странных и экзотических блюдах. Вы узнаете кулинарные предпочтения людей из разных стран, которые, если не шокируют, то точно вызовут любопытство. Я бы сказал, приятного аппетита, но давайте сначала посмотрим весь ролик. Тунцзидань. Вначале предлагаю вам отправиться в провинцию Чжэцзян на востоке Китая, туда, где местные жители обожают деликатес под названием тунцзидань, что переводится как «яйцо мальчика». Не переживайте, на самом деле это просто куриные яйца, но способ их приготовления вас, наверное, шокирует. Каждую весну школьники младших классов мочатся в специальные ведра. Собранную мочу используют для варки куриных яиц. Считается, что моча мальчиков до 10 лет обладает лечебными свойствами и благоприятно воздействует на кровеносную систему и иммунитет. Предупреждаю, что научная медицина этого не подтверждает. Процесс приготовления тунцзидань занимает целый день. Сначала яйца отваривают в кипящей маче, затем надбивают скорлупу, чтобы жидкость проникла внутрь, и снова кипятят на протяжении 12 часов, постоянно подливая мочу. В итоге яйца становятся солеными на вкус и приобретают специфический аромат, который, по некоторым данным, притягивает даже туристов. Тунцзидань активно продают на улицах весной. Несмотря на необычный метод приготовления, это блюдо стоит в 2 раза дороже обычных яиц. Многие местные жители уверены в его полезных свойствах и могут съесть по несколько штук в день. Отважились бы попробовать яйца, сваренные в таком необычном соусе? Яйца с лапами. Следующее блюдо определенно заставит вздрогнуть даже самых отважных гурманов. Речь пойдет о балюте. Его еще называют яйца с лапами и готовится очень необычным способом. Этот деликатес наиболее популярен на Филиппинах, в Таиланде и Камбодже. На первый взгляд, балют – это просто вареное утиное яйцо, но все не так просто. Готовят деликатес следующим образом. Яйцо выдерживают от 14 до 21 дня, пока внутри не сформируется утенок. Он должен быть почти целиком развит, с клювом и даже оперением. Затем яйцо варят. При варке сохраняется околоплодная жидкость, которую едят в обязательном порядке, поскольку в Азии верят, что она невероятно полезна. Употребляют балют, посыпав солью и перцем. В Таиланде его добавляют в омлеты и начинки для пирожков, в Камбодже подают с соком лайма и толченым чили, ну а на Филиппинах сервируют с бульоном и зеленью. Считается, что балют волшебным образом влияет на мужскую потенцию и обогащает организм полезными веществами. Путешественники, которые пробовали разные экзотические гастрономические изыски, говорят, что после жареных скорпионов и кузнечиков балют – это следующий уровень. Если вы еще не на уровне балюта, то встречайте необычное блюдо из Исландии. Готовы? Мясо акулы. Хаукарль – гордость исландской кухни. Досталось исландцам от самих викингов. Хаукарль – это вяленое мясо гренландской полярной акулы. Но не спешите рваться за вилкой. В сыром виде это мясо смертельно ядовито из-за высокого содержания мочевины. После поимки акулу разделывают и кладут в контейнеры с гравием, чтобы соки, наполненные ядовитыми веществами, стекали вниз. Мясо томится в своих соках и распространяет невыносимый запах около 2 месяцев. Затем его достают и вывешивают сушиться еще на несколько месяцев, удаляя оставшиеся токсины. Только через полгода мясо готово к употреблению. Увы, даже гниющее несколько месяцев мясо держит стойкий запах, напоминающий общественный туалет. На вкус оно напоминает осетрину или кальмара, но запах мочи настолько насыщен, что новичкам советуют зажимать носы. В Исландии хаукарль является неотъемлемой частью рождественских и новогодних праздников, когда настоящие викинги проверяют свою стойкость, поедая этот деликатес. Если вы решитесь попробовать хауркаль, то знайте, вы ступите на путь викингов. Давайте оставим Исландию и вернемся в Азию, где очень любят яйца. Столетнее яйцо. Когда вы думаете о яйцах, что приходит на ум? Вареные, жареные, омлет? А как насчет яиц, которые выдерживают в течение нескольких месяцев? 600 лет назад в провинции Китая Хунань один фермер обнаружил утиные яйца в неглубокой луже гашеной извести.
Попробовав их, он решил приготовить еще, на этот раз с добавлением соли, чтобы улучшить их вкус. В результате появился необычный деликатес, который называется столетнее яйцо или пидан. В общей сложности это утиное или куриное яйцо, которое выдерживают в смеси из извести, соли, золы и чая на протяжении нескольких недель или месяцев. В результате белок становится полупрозрачным и темным, а желток приобретает кремовую текстуру и зеленый оттенок. Вкус столетнего яйца напоминает паштет из утиной печени. На первый взгляд они могут показаться пугающими из-за специфического аммиачного запаха, но многие гурманы ценят их за неповторимый вкус. В разных регионах Китая их едят по-разному. Где-то нарезают и поливают уксусом, в других регионах подают с маринованным имбирем или с мягким тофу, соевым соусом и кунжутным маслом. Может, кто-нибудь пробовал этот деликатес? Поделитесь в комментариях. Тухлый деликатес. Знаете, были времена, когда соль была дорогая, ее приходилось экономить, и соленую рыбу люди не могли себе позволить. А в Швеции в XVI веке умудрились готовить сельдь с очень небольшим количеством соли. Это блюдо дошло и до сегодняшних дней, правда оно стало деликатесом, попробовать которое не всякий отважится. Называется это блюдо сюрстрёминг – квашеная сельдь. Славится оно своим невероятно резким запахом, который у многих вызывает рвотные позывы. Это не соленая селедка, а рыба, которая несколько месяцев бродила в собственном соку. Рыбу вымачивают в соляном растворе пару дней, а потом помещают в слабый раствор соли для ферментации. После этого ее упаковывают в банки, которые часто вздуваются от скопившихся газов. Если открывать банку сюрстрёминга в помещении, запах настолько сильный, что его лучше описать как взрыв обоняния. Как едят эту бомбу? В Швеции сюрстрёминг подают с отварным картофелем, луком и хлебцами с маслом, иногда дополняя пивом или шнапсом. Несмотря на ужасный запах, шведы считают это блюдо настоящим деликатесом. Вы бы привезли такой подарок из Швеции. Мясо тюленя. Предыдущие блюда неприятны на запах, на вкус, но их можно есть и не бояться за свою жизнь. Если вдруг решите попробовать следующее блюдо, то большая вероятность получить сильнейшее отравление. Это блюдо могут есть только северные народы, такие как нганасаны, чукчи, энцы, ханты и эскимосы. За многие века их организм уже привык к отравляющим веществам и не реагирует на них. Капальхен – традиционное блюдо северных народов. Что он из себя представляет и как готовится? Тушу животного, будь то тюлень или морж, закапывают в болото или под слой торфа на несколько месяцев. Процесс ферментации происходит естественным образом, превращая мясо в капальхен – готовое блюдо, которое местные жители едят тонкими ломтиками. Мясо обладает крайне резким, неприятным запахом, но для северных народов это настоящее лакомство. На вкус капальхен напоминает горькое несоленое сало. Но на самом деле это не просто странное, а смертельно опасное для непривычных людей блюдо. Дело в том, что при его приготовлении выделяется трупный яд. Сыр с личинками. Представляли ли вы, что сыр может быть не только с плесенью, но и с личинками? Касу марцу дословно переводится как «гнилой сыр», самый необычный сыр в мире. Потому что этот сыр не только стар и испорчен, внутри него живут и прыгают личинки сырной мухи. Производится касу марцу исключительно на Сардинии. История этого блюда уходит корнями в трудные времена, когда пищу нельзя было выбрасывать даже при ее порче. Когда сыроделы случайно обнаружили, что в сыре завелись личинки мухи, выкидывать его было слишком расточительно. Они решили его попробовать, и на удивление сыр оказался вкусным. Так и началась традиция изготовления касу марцу, которая держится уже столетия. По вкусу касу марцу невероятно пряный, острый и даже жгучий сыр. Его рекомендуется есть с хлебом и запивать красным вином. Однако главное правило – не забывайте надеть очки. Личинки, которым не нравится, что их тревожат, могут прыгнуть прямо в ваш глаз. Хотя сыр обладает резким и отталкивающим запахом, на Сардинии он считается настоящим деликатесом. Один кусочек этого сыра может легко утолить голод взрослого человека на целый день. Тем не менее, из-за специфики его производства, касу марцу запрещен для продажи в странах Европейского Союза. Но Италия защитила его и разрешила местным производителям производить этот уникальный продукт. Ну как, захотелось попробовать сыр в компании очень неожиданных добавок?
кивиак. Не спешите выключать видео, потому что иначе вы не узнаете, что едят эскимосы, чтобы выжить в холодную зиму. Это блюдо, в котором сочетаются тюлень и сотни маленьких птичек. Я не шучу. Это настоящее праздничное блюдо народов Гренландии под названием кивиак. Для его приготовления нужен тюлень и несколько сотен чистиков, маленьких птичек, которых используют в качестве начинки. Кивиак – это деликатес, который традиционно готовят на большие праздники и фестивали. Процесс начинается с охоты. Сначала добывается тюлень, а затем около 400 чистиков. Тюлень обезглавливается, и его тушу начиняют тушками этих птиц, не очищая их ни от перьев, ни от внутренностей. После этого надрез на животе тюленя зашивается и заливается жиром, чтобы сохранить сочность. Вся эта конструкция закапывается в землю, где она лежит и созревает в течение нескольких месяцев, а иногда и года. Под действием естественной ферментации мясо тюленя и птицы медленно разлагаются, придавая блюду уникальный вкус и запах. Многие сравнивают вкус кивиака с очень старым и острым сыром. Запах же настолько интенсивный, что его обычно едят на свежем воздухе. Готовы ли вы к такому гастрономическому вызову? Лютефикс. Если вы еще помните про рыбный деликатес сюрстрёминг, то дальше я вам расскажу про еще одно скандинавское традиционное блюдо из рыбы. Легенда гласит, что когда-то корабль викингов с треской на борту сгорел, и после того, как рыба пролежала под золой несколько месяцев, ее вымочили в морской воде, и, к удивлению, это получилось довольно вкусно. С тех пор лютефиск для некоторых скандинавов национальная гордость. Лютефиск готовят из сушеной трески. Название дословно переводится как «рыба в щелочи». Рыбу сначала вялят, потом на 3 суток замачивают в щелочном растворе. Раньше для этого использовали золу, а сейчас каустическую соду. После этого рыбу промывают в чистой воде несколько дней, пока она не станет желеобразной и не приобретет тот самый резкий запах, который многих буквально сбивает с ног. Подают лютый фиск с горчицей, перцем и гарниром из картофеля или горохового пюре, а иногда даже с беконом. Что касается вкуса, то лютый фиск описывают как немного рыбный с мыльным послевкусием и легким привкусом аммиака. Некоторым он напоминает желе в рыбном заливном. Одни его обожают, другие шутят, что это не еда, а оружие массового поражения. Хотели бы попробовать? Кофе-лувак. Друзья, а какой кофе вы предпочитаете? Как вам идея выпить кофе, который прошел через желудок зверька? Такой кофе действительно существует, и его название – кофе-лювак. Этот необычный напиток считается одним из самых дорогих в мире и производится на фермах Индонезии, Вьетнама и Филиппин. Главный герой всего процесса – небольшой хищный зверек мусанг. Он очень любит спелые плоды кофейных деревьев. Проглотив их, мусанг переваривает лишь мякоть ягод, а вот зерна остаются почти нетронутыми, просто слегка обработанными ферментами. Люди собирают эти зерна, тщательно промывают, сушат и готовят из них уникальный кофе. Вкус кофе-лювака сложно с чем-то сравнить. Кофейные критики описывают его как сливочно-шоколадный, с легкой горчинкой и приятным послевкусием. В напитке чувствуется нежный ореховый оттенок и легкая нотка сливочного масла. При этом уровень кофеина в таком кофе немного ниже обычного, благодаря ферментации, которой подвергаются зерна. Этот необычный процесс открылся людям еще во времена голландской колонизации. Местные жители Индонезии, работая на кофейных плантациях, не могли взять зерна для себя. Но они заметили, что мусанги пробираются на плантации и помогают им собрать драгоценные зерна. Вот так и зародилась идея готовить кофе из зерен, прошедших через пищеварительную систему зверьков. Кофе-лювак готовят по-разному. Во Вьетнаме его заваривают прямо в чашке с добавлением сгущенного молока, а дома лучше готовить его в турке без всяких добавок, чтобы раскрыть чистый вкус. Рискнули бы вы попробовать столь экзотический напиток? Вот и подошел к концу наш ролик о самых странных и экзотических блюдах мира. Что вы чувствовали, когда смотрели на эти необычные деликатесы? Шок? Удивление? Любопытство? Однако они неотъемлемая часть культур тех народов, которые их создали. Напишите в комментариях, какое из этих блюд вас впечатлило больше всего и почему. Как видите, в нашем мире есть множество удивительных и необычных вещей, которые могут перевернуть наше представление о привычном. И если вас также привлекают удивительные открытия,
У нас есть отличная новость. Мы ищем талантливых людей, которые могут помочь нам создавать такие же потрясающие и необычные видео. Если вы умеете монтировать, озвучивать ролики на разных языках или пишете креативные сценарии, мы будем рады работать с вами. Напишите нашему телеграм-боту, ссылка в описании. Если вам понравился этот ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски.